Прежде чем перейдем к главной теме разговора, обратимся к сводке топливного кризиса. Этой ночью Украина вновь атаковала один из 3 главных НПЗ, отвечающих за снабжение Москвы – Кстовский завод под Нижним Новгородом. Это 4-й в рейтинге по переработке сырой нефти завод в стране, и за последние 3 месяца он атакован уже трижды. Даты прошлых ударов – 5 апреля и 20 мая. Сегодня он довольно заметно горел. Если некоторое время назад мы могли уверенно говорить о реальном дефиците топлива в Крыму и Центральной России, то сейчас уже трудно понять, где дефицита нет. Крупнейшая в Восточной Сибири частная сеть заправок БРК сообщила о полной остановке продаж топлива частным лицам в Восточной Сибири. Marketplace Wildberries сообщил о повышении комиссии для продавцов на фоне дефицита и роста цен на топливо. На наших глазах с какой-то поразительной скоростью дефицит на рынке топлива начинает влиять на другие рынки через логистику. В этом контексте очень интересно посмотреть на дискуссию главы Сбера Германа Грефа с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной. На финансовом конгрессе Банка России Греф принялся публично, по сути, давить на Набиуллину, обвиняя ту в переохлаждении экономики высокой ключевой ставкой. И что совсем нетипично для главы банка, пожаловался, мол, кредитный комитет Сбера уже превратился в комитет по проблемным активам. Греф фактически анонсировал банковский кризис. Ведь если кредитный комитет Сбера – это комитет проблем, значит на дворе вполне себе кризис неплатежей. Заемщики просто не тянут свои обязательства по таким ставкам. Глава ЦБ же вполне резонно заявила, что альтернативой высокой ставке может быть только резкий рост и без того высокой инфляции. Поговорим сегодня о том, как связана настолько откровенная дискуссия 2 банкиров с ударами по НПЗ. Также обсудим заявление Грефа, сделанное чуть ранее на годовом собрании акционеров Сбера. Напомню, что по ссылке в описании мы собрали универсальный набор способов обхода ограничений интернета и каждый день его актуализируем. Напомним, давеча Путин всем объявил, что война идет просто замечательно, и нет никаких поводов мечтать даже о ее приостановке, даже о воздушном перемирии. И тут спустя буквально 2 дня вышел глава Сбера Герман Греф и сказал вот прям следующее. Думаю, нас всех волнует одно и то же. Я не думаю, что есть в стране человек, у которого есть какие-то иные волнения, кроме скорейшего завершения военных действий. Очень сложно воспринять это иначе, чем как заочный ответ Путину, который вот только что запустил избирательную кампанию с целью доказать, что весь народ един со своим лидером в желании воевать до последнего. Что человек наш может жить без бензина, а вот без малой токмачки не может. Глава крупнейшей в стране корпорации, включающей банк, который равен почти всей банковской системе, работодатель для 300 тысяч человек, говорит: «Нет, Владимир Путин, эта война нужна только тебе. Ты тут вообще один. Вся страна едина в желании все закончить. На любых условиях. Никто 5 лет назад не хотел Славянска с Краматорском и Херсона с Запорожьем. За все 1500 дней войны не было такого, когда кто-то смог бы внятно сформулировать, что вообще происходит, зачем и почему. Теперь чуть дроны людям на башку сыплются. Связь вырубается, бензин исчезает, работу найти сложнее, денег меньше, долгов больше. Даже без этого, даже пока последствия в страну не пришли, жителю Петербурга нахрен был не нужен Купянск. А теперь не нужен в 100 крат больше. Это так-то понятный и известный факт. Но одно дело, когда я его на канале произношу тут, и совсем другое, когда факт этот произносит такой человек, как Греф, да еще и в таких обстоятельствах. Факт этот приобретает новое качество. Человек, который дает волю эмоциям, имеет там какие-то взгляды, как-то особо глубоко рефлексирует, в кресле Германа Грефа не оказался бы. Если такое прорывается, это может значить только одно. Система до предела устала. Система с ужасом для себя осознала, что ей никто и ничто не поможет. Ни Трамп, ни Господь Бог. Что Путин не ищет лучшего выхода, не хочет исправить свою ошибку. Он хочет воевать до последнего, и им придется на это работать. Работать, чтобы уничтожать самих себя. Это для данной части элит полный кошмар. Но интересно, как это все выглядит именно с колокольни Грефа. Ведь кроме вот этой очевидной истины, глава Сбера сказал еще и о том, что с сохранением текущей ключевой ставки ЦБ экономика существовать не может. Перед нами очень хороший инфоповод, чтобы поговорить о том,
как связаны ставка Центробанка и общие макроэкономические показатели с ударами Украины по НПЗ и разрушением вообще всей инфраструктуры переработки, хранения и транспортировки нефтепродуктов. Чем мы займемся после небольшой рекламы. Мы за последние годы привыкли использовать VPN для нормального доступа к интернету. Но нужен он не только для этого. Еще VPN позволяет скрыть ваш трафик, чтобы никто посторонний не узнал, что вы делаете онлайн. И есть сервис, который заточен специально под это – NIM-VPN. Это сервис с юрисдикцией в Швейцарии, созданный именитыми криптографами из известных западных исследовательских институтов – Массачусетского технологического университета, колледжа Лондона, бельгийского KU Лёвен и французского INRIA. Создатели NIM-VPN не просят вас поверить на слово, что логи не хранятся. Ведь даже если сервисы действительно их не хранят, вас можно вычислить, определив, когда и куда вы заходили. А эти данные собирают и провайдеры, и VPN-сервисы. Однако криптографы сделали NIM-VPN децентрализованным. Он работает на сети независимых узлов. А вашу анонимность дополнительно усилили технологии MixNet. Ваш трафик пойдет не через один конкретный сервер, а перемещается между несколькими, благодаря чему даже сам сервис не сможет увидеть, на какую страницу вы зашли, что скачали и с кем общались. И вашу подписку никто не сможет связать с тем, какие страницы вы посещаете с включенным VPN. За это отвечает доказательство с нулевым разглашением. Это такой криптографический протокол. Что важно, код при этом абсолютно открытый. У сервиса есть множество публичных аудитов, в том числе от Cure53. У NIM-VPN есть два режима. Один на каждый день открывает доступ к сайтам и сервисам и работает там, где другие VPN бессильны. Мы это отдельно проверили. Ваш трафик не будет отличаться от обычного, DPI его не увидит. Второй режим использует MixNet и работает анонимно. Его стоит включать, когда защита нужна по-настоящему. Оформите любой тариф по ссылке в описании или по этому QR-коду и получите месяц в подарок. А если будете платить в NIM токене, еще и скидка будет до 85%. Также есть реферальная программа. За каждого, кто подключился по вашей ссылке, вы получите вознаграждение в NIM токене. Продолжим. Мы обсуждали спор главы Сбера с главой ЦБ. Сейчас хороший момент поговорить о том, как связаны ставка ЦБ и общие макроэкономические показатели с разрушением инфраструктуры переработки, хранения и транспортировки нефтепродуктов. Проблема в том, что топливо участвует во всех производственных и товаропроводящих цепочках. Вклад топлива в себестоимость разных товаров и услуг разный. В шоколадке, которую туда-сюда возили и перемещали по складу погрузчикам, прежде чем она попала на полку, участие топлива в конечной цене сравнительно невелико. В авиабилетах же очень велико. Тариф перевозчика часто ниже топливного сбора. Но так или иначе, топливо влияет на все. Например, на производство еды. Если посмотреть на цену дизельного топлива по России на любой год, там будут два явных пика. Посевная и уборочная компании. Потому что сельское хозяйство – это чрезвычайно энергоемкое производство. От завоза посевного материала до отправки готовой продукции на полки магазинов. Трактора, грузовики, комбайны, погрузчики, сеялки, молотилки, генераторы. Вот вся номенклатура сельскохозяйственной и вспомогательной техники – это море-соляры. Никакие работы на масштабах больше 6 соток без употребления дизеля цистернами просто не произвести. Заметного масштаба аграрии не возят канистры с заправок, а закупают топливо оптом у нефтебаз. Доступность и стоимость этих закупок – такой же важный фактор для конечной цены продуктов на полках, как стоимость удобрения, посевного материала и погода. Дефицит топлива вносит вклад в инфляцию не только самым прямым образом, через цены на заправках, но сильно давит на общую инфляцию. Все становится дороже. Мы все же находимся внутри рыночной экономики. Если аграрии на какой-то части страны останутся без дизеля, это не будет означать, что еды на полках не останется, но будет означать, что цены резко возрастут. С инфляцией все и без того не очень хорошо. С начала года, еще до того, как топливный кризис стал реальностью, Центральный банк довольно откровенно на каждом заседании сообщал, что особых причин для какого-то существенного снижения ставки у него нет. То есть инфляция очень высокая. ЦБ и без того своим последним снижением ставки на 0,25 процентного пункта, которое произошло 19 июня,
дал всем понять, что никаких условий для снижения до тех параметров, которые бизнесу и экономике в целом нужны, на дворе не наблюдается. Теперь же у нас мощнейший проинфляционный фактор, который пока влияет на рынок топлива, но уже очень скоро начнет влиять и на остальные рынки тоже. Горящий НПЗ сейчас – это повышенный ценник на картошку осенью. Это внеплановый рост тарифов на все виды грузовых и пассажирских перевозок. Поставщики уже предупреждают торговые сети о задержках ввиду топливного кризиса. Адаптация конечных ценников к новой реальности уже вопрос недель. Даже если каким-то чудом НПЗ перестанут гореть прямо завтра, удар по инфляции, пришедший с рынка топлива, уже успеет пройти волной по всей экономике. Читая ежедневную сводку о прилетах и взрывах, глава Сбера прекрасно понимает, о каком-то послаблении денежной политики ЦБ теперь можно забыть. Более того, если атаки не прекратятся, а будут нарастать, чего можно ожидать, если кризис на топливном рынке будет усугубляться, то Банку России ничего не останется, кроме как экстренно повышать ставку, высасывать деньги из экономики любой ценой, просто чтобы рубль не ушел в спираль инфляции. Для Грефа не может не быть очевидно, что ресурс прочности российской экономики в условиях войны уже исчерпан. Экономика, с которой, по его словам, нельзя спорить, не может долго существовать при ставке в 14%. А продолжение войны грозит как минимум ее сохранением, а скорее даже повышением. Высокая инфляция и высокая ставка как средство ее удержания приводят к сжатию экономики. Сжатие экономики ведет к падению налоговых поступлений в федеральный бюджет. Падение поступлений заставляет Минфин наращивать заимствования через ОФЗ. А из-за высокой ставки заимствования эти очень дорогие, что еще больше увеличивает нагрузку на бюджет. Россия запретила экспорт всех типов нефтепродуктов и одновременно начала закупки бензина у всех, у кого можно было его отыскать, от Беларуси до Индии. В деньгах же это означает, что бюджет перестал получать налоги от экспорта нефтепродуктов и одновременно должен либо субсидировать импорт бензина, либо получить меньше налогов с нефтяных компаний. То есть без разницы как, но он потеряет деньги. Важно понимать, что та реальность, о которой мы говорим, это не какие-то прогнозы и не выкладки на теоретических основаниях. Бензин в стране фактически в тяжелом дефиците. Фактически возник черный рынок. Инфляционная волна по всей экономике уже распространяется. Мы не знаем, сколько там собрались покупать из Индии, но 50 тысяч тонн из Казахстана, 500 железнодорожных цистерн – это курам насмех. Это полдня потребления России. Это скорые, пожарных и полицию заправлять. Может, общественный транспорт и коммунальные службы до какой-то степени, какое-то время. Это точно не будет влиять на потребительский рынок. Причем текущий дефицит и текущее распространение роста цен, а значит снижение потребления всех товаров и услуг, это последствия ударов, месяц, а то и 3 месяца назад. Последствия новых ударов за последнее время мы еще увидим, и они будут столь же однозначными. Каждый день войны для российского государства – это падение доходов, рост расходов и все более дорогие заимствования. Для экономики в целом это спад, растущая инфляция и закрытый наглухо доступ к кредитам. И Греф совершенно прав в том, что долго так выживать невозможно. Что объединяет всех, кто сегодня публично высказался? Что общего у Германа Грефа и какого-нибудь условного Лунина, какого-нибудь зетника, которые уже в едином порыве требуют прекращения войны и склоняют Путина, на чем свет стоит? Особенно после того, как узнали, что тот отверг предложение Зеленского о воздушном перемирии. Объединяет их всех то, что они вынуждены жить в реальном мире. Глава крупнейшей в стране корпорации, крупнейшего банка, вынужден жить не в той экономике, которая вот-вот переродится в какое-то новое качество и справится со всеми вызовами. Он вынужден жить в эпицентре стагфляции, которая ежедневно усугубляется войной. Военные и те, кто с фронтом тесно связан, вынуждены жить в условиях той войны, которая существует на самом деле, а не только на штабных картах, которые показывают Путину. А война на самом деле выглядит как процесс утилизации граждан России безо всяких перспектив успеха в любой форме. Просто так. Когда Герман Греф и Эльвира Набиуллина публично дискутируют относительно ставки, оба, конечно, понимают, что в условиях продолжения войны у разговора этого нет никакого содержания. Снижать ставку, повышать ставку, сохранять ставку. Это все какой-то выбор между контузией и переломом. Спор о том, откуда придет беда, в котором оба правы.
Греф прав, что при ставке в 14% любой бизнес, кроме банковского депозита, становится бессмысленным. Набиуллина права в том, что снижение ставки сейчас просто похоронит рубль как валюту. В спирали инфляции тоже никакая экономика долго существовать не может. И бюджет, когда его верстают только из долгов, тоже долго существовать не может. Как не может долго существовать и банковская система, если Минфин так или иначе решит изъять вклады граждан. Все сводится к одной простой идее. Российская экономика не сможет долго существовать в условиях войны. У проблем российской экономики нет экономического решения. Если на фронте каждый день гибнут работоспособные люди, как минимум сотнями, если бюджет вынужден оплачивать постоянно растущие аппетиты войны, если выясняется, что каждый день надо тратить больше денег, чем в предыдущий, на ПВО, на закупку топлива, на субсидирование цен, если каждый день поставщики топлива и налогоплательщики превращаются в горящие факелы, так экономика долго жить не может. И точно так же, как в случае с положением дел на фронте, единственный человек, который принимает решение, представляет себе ситуацию совсем иным образом. Ему не надо искать деньги, он не топчется у Купянска, не катается по трассе Новороссия, которая ежедневно под атаками дронов, не ищет бензин по всему ближнему и дальнему зарубежью. Путин решает исключительно свои задачи, которые на несколько уровней абстракции выше, чем все эти земные проблемы. Задачи у него могут быть из разряда «выстоять и не прогнуться», что-то кому-то доказать, утвердить себя в собственных же глазах, не отказаться от движухи. Неважно, какие конкретно задачи, важно, что все они не связаны с материальным миром. Материальный мир тут только мешает и портит настроение. Осознание еще и вот этой истины объединяет людей вроде Грефа и Набиуллиной с самыми отбитыми зетниками. Высшая российская номенклатура, финансовая в том числе, исходила из того, что Путин в целом рационален. Да, он может совершать ошибки, переоценивать свои возможности, и 24 февраля 2022 года тому пример. Но он держит общую картину в голове, сознает ошибку и всегда находит способ ее исправить таким образом, чтобы и лицо сохранить, и необратимых последствий избежать. Как сделал это в 14-15 годах, быстро свернув всю свистопляску с Крымом и Донбассом. Зетники исходили из того, что Путин в принципе понимает, куда воюет и чего хочет достичь. Просто подлые генералы его обманывают. Мол, зная он правду, он бы всю эту сволочь разогнал и принялся бы воевать по-настоящему. Сегодня же все, кто так или иначе надеялся на рациональность Путина, с ужасом для себя обнаружили, что лидер живет на другой планете, иначе воспринимает реальность и не собирается к ним на грешную землю спускаться. А на грешной земле тем временем проблемы становятся и катастрофическими, и необратимыми. Причем это понимают одинаково и на финансовом конгрессе ЦБ, и в окопах под Константиновкой. Мы где-то с полгода назад, может чуть больше, предположили, что Путин встал в оппозицию к собственной системе. Сегодня это уже не предположение. Сегодня это факт. До завтра.